Привет, друзья! Вы все знаете, что Димаш сейчас находится в чарте горячих песен от Billboard. В этот чарт попадают песни, которые чаще всего обсуждают пользователи социальной сети Twitter. И сегодня я решил вместе с нашим большим американским другом рассказать вам, что же значит Billboard. Знакомьтесь, инфоартист JK. По-русски говоря, JK — это заслуженный деятель культуры и спорта США. Не знаю, есть ли такое звание в Америке, но если нету, то надо срочно создать. Потому что наш друг JK как раз тот человек, который достоин такого звания. Он эксперт в области популярной музыки американского музыкального рынка. Инфоартист JK – музыкальный продюсер и автор книг о популярной музыке в Америке. Поэтому я думаю, что он может рассказать нам, что же такое Billboard, ведь многие могут этого не знать. А это один из самых серьезных чартов не только в Америке, но и в мире, а может быть и самый серьезный. Но давайте начинать. Сейчас во всем разберемся. Я начал следить за Билбордом, когда я был еще маленьким ребенком в 70-х годах, потому что все покупали записи на дисках, такие маленькие, 45-го размера, и Билборд был самым актуальным способом узнать, какая музыка сейчас самая популярная. Билборд существует уже больше 100 лет в Америке, так как он был открыт еще в 1894 году, и в самом начале 20 века они открыли офисы в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, в Лондоне и Париже. Так что уже 122 года назад они уже были по всему миру, в том числе в Лондоне и Париже. Действительно, самый первый выпуск Билборда был опубликован еще в далеком 1894 году. 1 ноября Уильям Дональдсон и Джеймс Хенниган в штате Огайо в городе Цинциннати издали первый тираж журнала, который первоначально охватывал рекламную отрасль и индустрию расклейки объявлений. И тогда он назывался Billboard Advertising. В конце 19 века в Америке основными средствами рекламы были рекламные щиты, плакаты и рекламные объявления, размещенные в общественных местах. Первые выпуски состояли из всего 8 страниц. Были такие колонки, как «Сплетни из зала заседаний», «Неутомимая индустрия плакатного бизнеса» и многие другие. В 1896 году в журнале появляется отдел сельскохозяйственных ярмарок, а в 1897 журнал обретает свое новое название – Billboard. В 1943 году команда журнала составляет около 100 сотрудников. Уже в конце 40-х годов отделения журнала переехали в Брайтон и в Нью-Йорк, а привычный пятиколоночный таблоидный формат был принят в ноябре 1950 года. И мелованная бумага, которая позволяет делать фотожурналистику, впервые использована в печатных изданиях Billboard в январе 1963 года. В 60-х годах журнал переносит основной фокус на музыкальную индустрию, и уже в январе в 1961 году Billboard был переименован в Billboard Music Week, чтобы подчеркнуть его новый эксклюзивный интерес к музыке. Вот вы спросите, почему я вам сказал про 1894 год? Потому что это было важно всегда, и никто из 20 самых продаваемых артистов всех времен — Битлз, Элвис, Майкл Джексон, Элтон Джон, Риhanna, Мадонна — вы все знаете этих артистов. Никто из них не попадал сюда без Billboard, они все прошли через Billboard. Это страшно большая международная компания, которая инвестирует в более мелкие компании. Генерального директора компании, который принадлежит Billboard, зовут Тодд Боули. Он ходил в школу недалеко отсюда. Он является главным исполнительным директором большой компании, которая владеет меньшей компанией, которая владеет Billboard. Он ходил в школу прямо здесь, в частном порядке. Это была школа специальная для мальчиков. А вы тоже знаете его? Нет, к сожалению, он из другого поколения, примерно на 15 лет моложе меня. Я просто подумал, что эта информация может быть интересной. В 2000-х годах экономический спад музыкальной индустрии резко сократил число читателей и рекламу от традиционной аудитории Billboard, но все равно журнал сумел пройти через кризисы и потрясения 20 и 21 века и сейчас продолжает работу, сохраняя позицию одного из самых авторитетных источников новостей музыкальной индустрии. Он имеет тираж в 17 тысяч экземпляров и онлайн-аудиторию 1,2 миллиона уникальных ежемесячных просмотров. Веб-сайт включает в себя хит-парады Billboard, новости, разделенные по музыкальным жанрам, видеороликам и отдельным сайтом. Практика ежедневной публикации хит-парадов была введена еще в 1936 году. В настоящее время их число составляет несколько десятков. Хит-парады составляются по музыкальным жанрам и другим критериям. По результатам ежегодных продаж журнал присуждает награды Billboard Music Awards, отражающие, в том числе, в отличие от премии Грэмми, не мнение критиков, а популярность того или иного исполнителя в США. В значительной степени Billboard ориентирован на профессионалов, таких как управляющие лейблы звукозаписи, продюсеры и диджеи. This is a great question that you asked.
Это очень интересный вопрос вы задаете. Что Billboard может получить от Димаша, когда он на вершине чарта? Да, он приводит фанатов, которых там никогда не было. Так что Billboard, MTV, знайте, что Димаш привел миллионы фанатов на ваши платформы. И Димаш приводит людей со всего мира, которые никогда не слышали о Billboard. Я сам следил за Billboard'ом с 1970 года, потому что я был музыкантом и интересовался этим. Так что я знаю, что это очень большой чарт. В любом случае, Billboard получит больше качественного материала, много нового и интересного. Того, чего еще у них не было. Димаш обязательно сможет улучшить Billboard. Им вообще повезло, что Димаш привел сюда столько людей. Димаш вдохновляет людей на новые знания и свершения. И вы знаете, есть некоторые поклонники, которые просто любят слушать Димаша. Но на самом деле они должны действовать. Dears проделали отличную работу на MTV и на Billboard. Так что продолжайте в том же духе, дорогие. Это важная часть карьеры для Димаша и его команды на пути к американскому музыкальному рынку. И я, как американец, скажу, что это все невероятно важно. Вот такой вот он Billboard, друзья. Ну а целиком нашу беседу с Джей Кей на английском языке вы можете посмотреть на нашем канале Эхо Питера. Надеюсь, что скоро увидимся.